Привет! В свободное время я редактирую Википедию. Мой фетиш — это за цифрами и сухими энциклопедическими формулировками находить интересные невыдуманные истории. И как раз о таких статьях или историях пойдет речь в этом подкасте. Спойлер! Сегодняшний выпуск будет о футболисте, но не о футболе. Это будет выпуск об уязвимостях в людях и об уязвимостях в социальных системах, которые построены людьми. Я постараюсь не использовать выдержки из самой Википедии, а работать с источниками самостоятельно. Ведь очень часто в Википедию попадает далеко не все, а самое интересное остается за ее пределами. Карлос Кайзер. Профессиональный футболист, нападающий. Свою 13-летнюю карьеру Карлос провел на высшем уровне, играя в топ-клубах Бразилии, Аргентины, Мексики и США. Завершил карьеру Кайзер в 29 лет, с ошеломляющей для нападающего статистикой. 0 голов и 0 голевых передач. Более того, Карлос за всю свою карьеру не появился на поле ни разу ни в одном официальном матче. Журнал The Guardian назвал Карлоса Кайзера величайшим мошенником в истории мирового футбола. Я написал статью о Карлосе Кайзере в русскоязычной Википедии 2 года назад. Мне показалось тогда странным, что в РУ-Вики не существует статьи об этом человеке, хотя она есть в других языковых версиях. И когда я готовил этот выпуск, я увидел, сколько контента существует о Карлосе Кайзере на YouTube. Часть роликов даже написаны формулировками моей статьи из Википедии. Сначала я расстроился, но посмотрев эти видео, я понял, что они довольно поверхностные. И личность Карлоса до сих пор остается недостаточно раскрытой, особенно для людей, которые не являются футбольными болельщиками. В истории Карлоса очень много противоречий. Взять, например, дату рождения. В разных источниках она разная. И становится понятно, что никто не знает, когда именно родился Карлос Кайзер. В англоязычной вики указана дата 2 апреля 1963 года. А в испанской и португальской, что вроде как ближе к Кайзеру, 2 июля. Поэтому в русской вики я указал 2 даты. И в какой-то момент Карлосу то 60, то 61 год на момент записи этого выпуска. Карлос Кайзер вообще никакой не Кайзер. А фамилию Кайзер Карлос Энрике Рапоса однажды взял, насмотревшись на успехи блиставшего в ту пору немца Франца Бекенбауэра, который получил прозвище Кайзер. Хотя его близкий друг нашего героя Карлоса, утверждает, что прозвище Кайзер никак не связано с Францем Бекенбауэром, а связано с брендом местного бразильского пива Кайзер. Потому что Карлос в молодости был похож на такую же пузатую цветастую бутылку. Я склонен к первому варианту, поскольку к тому моменту, как пиво Кайзер появилось на рынке, наш Кайзер уже вполне себе оформился в виртуального Кайзера Франца Бекенбауэра, и у него уже были все замашки футбольного царя. В детские годы Карлос и правда играл в футбол. 10-летним парнем он поступил в академию Ботафого, клуба из Рио-де-Жанейро со 130-летней историей. Неизвестно по какой причине, но в академии Ботафого Карлос задержался недолго, и уже через год он перешел в детский клуб еще более именитого Фламенго, 7-кратного чемпиона Бразилии. Был 1979 год, и первым профессиональным клубом Карлоса Кайзера стала мексиканская Пуэбла. Не сыграв ни одного матча в сезоне, он перебрался обратно в родной Ботафого. После 2 лет в Ботафого, опять же с нулем в графе сыгранных матчей, Карлос оказался во Фламенго. Зачем именитому клубу Карлос Кайзер? Тем более о нем отлично знают в клубе. Он провел 6 лет в молодежке, и потом его сплавили в Мексику. Разгадка проста. Фламенго в начале 80-х пылесосила все вообще титулы, что были возможны в чемпионате Бразилии, имея безграничный бюджет и именитый состав. При таких данных клуб мог себе позволить покупать кого угодно, несмотря на биографию и портфолио этого футболиста. Лишь бы были рекомендации. А с рекомендациями как раз у Карлоса был полный порядок. Это человек, чьи коммуникационные скиллы
намного превосходили физически. Как рыба прилипала, он корешился с огромным количеством людей, которые вращались вокруг футбола. Скауты, агенты, футбольные менеджеры, иногда даже сами футболисты. И часто он просил именитого футболиста, если тот устраивался в новый клуб, замолвить за себя словечко, мол, знаете, есть талант, но недооцененный, восходящая звезда Карлос Кайзер. И пока стоит недорого, и вам стоит его взять. Только травмы парня замучили, но наверняка при вашей инфраструктуре именитого клуба вы, возможно, найдете к нему правильный подход. Сам Кайзер говорит, что основной задачей в ту пору было подписать контракт и получить аванс, а после продержаться 3-4 месяца в клубе в ранге звезды, которая восстанавливается и вот-вот будет оправдывать великие надежды. Расскажу пару слов о том, как происходит восстановление футболистов после травм. Травмированного игрока обычно не сразу возвращают к работе с мячом. Перед этим, как правило, следует большая работа в тренажерном зале, беговые упражнения, велосипед, работа с гантелями, штангой и блинами. На этом уровне Карлос обычно и заканчивал игру футболиста, потому что он попросту не умел обращаться с мячом. Зато он был поджарый, атлетичный, но абсолютно не техничный игрок. Начало 80-х. Фламенко продолжает собирать титулы, а Карлос сидеть на лавке. Точнее, даже не на лавке, а на трибуне, ведь даже до попадания в заявку на матч дело не доходило. В ходе своего чемпионского сезона 1983 года клуб скидывает Карлоса Кайзера в аргентинский Индепендьенте как исключительно талантливую молодую звезду. Не знаю, как это работает, но в первом же сезоне Карлоса в новом клубе Индепендьенте становятся чемпионами Аргентины. Карлос продолжает крутить педали в тренажерном зале, а его коллеги по команде получают золотые медали. Через 2 года Карлоса, как ни кондицию, все же возвращают в Бразилию. Только теперь не в чемпионский Фламенко, а в абсолютно не хватающий звезд с бразильского флага маленький Бангу. В клуб Карлос въезжает уже признанной звездой, как обладатель золота с Индепендьенте и двукратный обладатель золотых наград с Фламенко. Конечно же, никакие золотые физические медали посетителю тренажерного зала на клубной базе не положены. Но какое это имеет значение, по сути, если у тебя достаточно длинный язык? И я по-прежнему не знаю, как это работает. Но в первом же сезоне Карлоса Бангу добился лучшего результата в своей истории. Они стали вице-чемпионами Бразилии. И, конечно, Карлос не поскромничал воспользоваться этим фактом. Поделившись призовыми деньгами с журналистами, он намекнул через прессу футбольным скаутам, что клубы, которые покупают это молодое дарование, ждет невероятный успех. Напомню, интернета тогда еще не было, и пресса была основным источником инсайдов для менеджеров и футбольных скаутов. Кроме того, во многие клубы Карлос отправлял видеокассету с хайлайтами и лучшими голами именитого футболиста Рената Гауша, на которого Карлос очень хотел быть похожим. Разумеется, не в футбольном плане, а внешне. Он отрастил такую же длинную шевелюру, накачал себе плечи и одевался похоже на Рената. А качество видеосъемки в ту пору было такое, что с трибуны, тем более по видеозаписи, было очень легко принять одного длинноволосого футболиста за другого. Однажды Карлоса и вовсе видели в торговом центре Рио, раздающего автографы. Были ли это автографы от имени Карлоса Кайзера или от имени Ренато Гауша, мы, к сожалению, не знаем. Но следующим на удочку Карлоса Кайзера попался французский клуб «Газелек» с острова Корсика. Клуб крошечный, небогатый, поэтому на приобретение молодой бразильской звезды поставили все на кон. А когда Карлос прибыл на Корсику, огромное количество болельщиков приехало на презентацию футболиста на клубную базу. Во Франции слышали о джинге, невероятной технике обращения с мячом, которая с детства присуща всем бразильским футболистам. Поэтому сразу после приветственных слов Карлосу бросили мяч и попросили продемонстрировать свои умения, например, чеканить. Карлос не смутился, он взял маркер
оставил автограф на этом мяче и бросил его в толпу. Ему дали следующий мяч. Он опять расписался на нем и кинул его куда подальше. И так происходило, пока он не использовал весь клубный инвентарь, и показать свою технику ему осталось банально не на чем. Однако есть и другая, не менее интересная легенда. Фабио Барош, который для документального фильма назвался другом Кайзера, утверждает, что Кайзер никогда не был на Корсике. Барош, в ту пору игравший именно в «Газелеке», сказал, что ни разу не видел Кайзера в пределах стадиона. А красивая фотосессия самого Карлоса в форме французской футбольной команды сделана где-то на стадионе в окрестностях Рио. Саму форму при этом Барош привез в подарок нашему герою. Правда это или нет, мы не знаем. Я склонен верить, что Кайзер все же побывал на Корсике, иначе откуда мы знаем всю эту красивую, смешную историю с автографами? Кроме того, очень спорной выглядит личность самого Бароша. На профессиональном уровне футболист провел всего 4 сезона, и все именно в том «Газелеке». И не был ли Барош таким же футболистом, как наш герой Карлос Кайзер? Кайзер вернулся в Бразилию, причем в тот же Бангу, из которого он уезжал во французское корсиканское путешествие. И именно с Бангу связан самый остросюжетный эпизод в карьере Кайзера. Он получил красную карточку, даже не выходя на поле. Клуб Бангу в те годы принадлежал криминальному королю Рио-де-Жанейро Кастору де Андраде, которого боялись все футболисты и околофутбольные функционеры. Однажды Кастор де Андраде гонялся с револьвером в заднем кармане за рефери после футбольного матча и хотел поговорить с судьей, почему тот был необъективен к его команде. Де Андраде, подписывая Карлоса, громко объявил: «Теперь в Бангу будет свой король». Но король не спешил править. Вместо этого он по привычке поселился в клубном лазарете или в тренажерном зале, поднимая штангу с блинами, и не спешил выходить на поле. В одном из матчей чемпионата Бангу горел на своем поле 0-2, и Карлос де Андраде дал по рации указание срочно выпускать молодую звезду. Выпускать во что бы то ни стало. И, видимо, погрозил пистолетом, потому что Карлоса приволокли аж из-под трибунного помещения, а также пригрозили: либо ты выйдешь на поле, либо ты завтра будешь на этом же поле похоронен. И вот дилемма. Что выбрать? Позор или жизнь? Команда летит, полный стадион эмоциональных бразильских болельщиков. А тут еще замаячила перспектива получить холодную пулю от криминального короля Рио. Карлос выбрал третий вариант. На свое счастье, разминаясь на бровке, он услышал, как болельщики выкрикивают в его адрес неприятные ругательства. Один из них и вовсе назвал его длинноволосым пи***. Карлос взобрался на ограждение и стал показывать в ответ тоже неприличные жесты. Потом и вовсе перелез в сектор к болельщикам и сцепился с одним из них. Рефери заметил этот инцидент и удалил футболиста, который даже еще не вошел в игру. Кастор был в бешенстве. Возможно, он даже достал пистолет. Но в качестве последнего слова Карлос Кайзер сказал: «Господь забрал обоих моих родителей, но Он дал мне другого отца. И этого отца люди на трибунах называют мошенником, нечестным человеком. Я не мог этого вытерпеть. Но не беспокойтесь, через 2 недели мой контракт закончится, и я покину клуб». Но контракт закончился, а Карлос де Андраде продлил его и вдвое увеличил зарплату Карлосу Кайзеру. Паттерн был отработан у Кайзера до автоматизма. Контракт, выдуманная травма, обзавестись связями и выиграть еще немного времени. И все средства в этом были хороши. Если не помогало откосить от тренировок и игр с помощью травмы, у Карлоса в достатке было родственников, которые постоянно болели, попадали в смертельные аварии и просто умирали пачками, как мухи. В этот период Карлоса называют убийцей бабушек. Сам же Карлос говорил так: клубы были рады мне дважды. Первый раз, когда они меня подписывали, но еще больше они были рады, когда они меня продавали. В 1989 году Бангу продает Карлоса в другой бразильский клуб Васко да Гаму.
Васка к тому времени не побеждал в чемпионате аж 15 лет, с 1974 года. И вы знаете, что произошло дальше. Клуб завоевал золотые медали чемпионата Бразилии со счастливым талисманом в раздевалке. Дальше Карлос поехал гастролировать в США, где окопался в небольшом полупрофессиональном клубе El Paso Patriots. И где-то здесь фортуна оставила парня, поскольку патриоты при Карлосе не забирались выше 8-го места в своей региональной лиге. Затем был клуб Америка из Бразилии. А потом, вы не поверите, снова Ботафого. И с этим периодом в Ботафого связана еще одна интересная история. В ту пору европейские именитые клубы уже вовсю закупали игроков из Латинской Америки. Это была золотая мечта для бразильцев и аргентинцев уехать играть в Европу. Карлос обзавелся мобильным телефоном и, расхаживая по клубной базе, вслух разговаривал с иностранными менеджерами и футбольными скаутами, обсуждая детали своего контракта на английском и французском языках. Естественно, этих языков Карлос не знал, он знал только португальский, как его одноклубники. Но он придумал для себя фразы на английском и французском, чтобы выглядеть круто. Он не учел одного: клубный доктор был англичанин. И что-то заподозрив, очевидно, когда Карлос ушел в душ после тренировки, доктор проверил его мобильный телефон и обнаружил, что это муляж в виде детской игрушки. На Ботафого клубная карьера Карлоса прерывается. Можно сказать, что в 29 лет он повесил бутсы на гвоздь. После окончания спортивной карьеры он работал фитнес-тренером в различных клубах Рио. Ведь за свою 13-летнюю футбольную жизнь он отлично изучил устройство тренажеров и тренажерных залов. Более того, после окончания карьеры он фестивалил на местных телеканалах в качестве футбольного эксперта. И даже в это время Карлос не подавал виду, что вообще ничего не смыслит в футболе, а очень смело давал любые комментарии. История футболиста, никогда не игравшего в футбол, стала известна относительно недавно, в 2011 году, после публикации на онлайн-журнале бразильского сайта Globo. Кайзер даже заключил контракт с британцами, которые пожелали снять документалку о его великой футбольной карьере. Они, в свою очередь, даже свозили этот фильм на фестиваль в Трайбеку, правда, не снискав никаких наград. Журналисты говорят, что феномен Карлоса Кайзера – это черта того времени, когда в футбол уже пришли большие деньги и контракты, но еще не было интернета и не была распространена мобильная связь. Но я считаю, что Карлос не потерялся бы и сейчас, используя новые технологии для своих целей. Он просто использовал бы инфлюенсеров, также использовал своих друзей-футболистов, а также дипфейк-технологии для того, чтобы состряпать себе новое портфолио. Более того, я считаю, что такие же Карлосы Кайзеры есть вокруг нас и абсолютно в других нишах. Но с Кайзером и его личностью мне как раз все понятно. Я не могу понять этот рынок футбольных менеджеров и скаутов. Это же небольшой мирок, в котором все всех знают, и в котором люди общаются, и существует обычный бразильский карнавальный сарафан, существует комьюнити. Но клубы с удовольствием подписывали Кайзера и на чистом глазу ожидали от него ошеломительных футбольных успехов. Более того, бразильские гранды Ботафого и Фламенко подписывали Кайзера дважды за короткий период времени, в который в клубе даже не успевался смениться состав игроков, тренеров, административный состав. Профайл Кайзера отлично был известен в этих клубах. Он банально хранился в виде досье. Но, тем не менее, Кайзера покупали, и он занимал свое место в клубной платежной ведомости. Давайте вынесем футбол за скобки сейчас в этой истории. Мне кажется, что она не только о футболе, она вообще про работодателей, про то, как компании и люди на высоких постах хотят сохранить лицо и при этом избавиться от строчки в бюджете. И поэтому Карлос, уходя из какого-либо клуба, всегда получал хорошие рекомендации и зеленый свет. А на любые проблемы клуб всегда мог сказать: так это на вашей стороне. Ничего не знаем, мы вообще при нем были чемпионами. Наверное, вы его как-то неправильно тренируете
или лечите. Вот такая история о футболисте, который никогда не играл в футбол. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите 120 от груди и давайте без травм. Просто будьте здоровы.